Большинство людей, которые обращаются в приют для животных, желают получить, если не породистого питомца, так обязательного красивого, здорового и послушного. В европейских странах и штатах зачастую люди берут к себе старых и больных животных, чтобы они прожили остаток жизни в любви и заботе. А вот для российских граждан это не характерно. Сегодня мы расскажем вам одну историю, которая произошла в одном из американских приютов и которая смогла растрогать не только работникам приюта, но и обычных граждан. Однажды в приют для животных пришла женщина, которая назвалась Лесли Сакс. Своей необычной просьбой она ввела в ступор сотрудников, которые привыкли к совершенно другим требованиям людей. Женщина хотела взять самого старого, страшного и больного пса, чтобы он обрел семью, хоть и в конце своей жизни. Это решение пришло к Лесли после того, как умерла ее собака. Лесли решили познакомить с Сэмом, 7-летним псом, который уже на протяжении полугода находился в приюте. Не так давно Сэма забрали из приюта новые хозяева, но спустя месяц, так и смирившись с его проблемами, привели его обратно. Как оказалось, пес страдал аллергией, которая проявлялась облезлой шерстью, залысинами и сыпью. Кроме Сэма, в приюте еще обитал 13-летний пес по кличке Брутус, которого готовили к усыплению. И когда об этом узнала Лесли, она сильно расплакалась, так как не хотела такой участи для бедного животного. Вместе с женщиной в приют пришла и ее 9-летняя дочь, которая объяснила, что ее мама в очень редких случаях позволяет себе так расчувствоваться. Женщине предстоял серьезный выбор между двумя животными. Чтобы немного облегчить задачу Лесли, работники приюта немного рассказали о каждой из собак. Сэму требовалось специальное питание, а также он тяжело сходился с другими четвероногими. Пример — собака, которая была у его предыдущих хозяев. Поэтому все понимали, что двух собак Лесли взять не сможет. Брутус также имел неудачный опыт. Его, так же как и Сэма, возвращали в приют новые хозяева. Оказывается, пес физически не переносит одиночество, а также из-за своего возраста иметь ряд заболеваний. Поэтому ему нужен круглосуточный уход, чтобы не ухудшать его психическое и физическое состояние. В итоге Лесли выбрала Брутуса, чтобы спасти ему жизнь. Но и о Сэме она не могла перестать думать. Она переживала за судьбу собаки, ведь его тоже никто не хотел забирать. В конце концов, обе собаки переехали жить в большой 3-этажный дом Лесли, в котором хватит места и для 2 питомцев. Как впоследствии стало известно, Лесли имела огромный опыт ухаживания за старыми и больными собаками. За всю свою жизнь женщина приютила около 50 собак и подарила им возможность доживать свой век в любящей семье.